Если вы ждали знак, чтобы наконец начать, то вот он. Привет, я Аля, и это «Пока не поздно». Подкаст для тех, кто больше не хочет жалеть о несделанном вчера ради великого сегодня. Здесь я рассказываю истории любителей, которые, несмотря на все обстоятельства вокруг них, имея только одно лишь желание или мечту, дошли до своей цели и добились успеха. Эти истории о том, что для того, чтобы у вас что-то получилось, не нужны идеальные условия, 1 миллион подписчиков, денег до неба или очень-очень-очень красивый сайт. Сегодня мы продолжаем рубрику, которая называется «Антиментор», где я тестирую на себе какие-то советы в течение недели и рассказываю, как они у меня сработали и сработали ли вообще. И сегодня мой выбор пал на достаточно популярную штуку в интернете сейчас. Это правило Паретто. Оно популярно уже несколько лет. Мне захотелось его протестировать на себе и рассказать вам, как все прошло. Если вы не слышали о том, что такое правило Паретто, рассказываю. Его главный принцип в том, чтобы 20% действий и усилий, которые ты прикладываешь, приносили 80% результата. Но что это вообще значит в реальной жизни, в обычной жизни, в повседневной жизни? Как это работает? Будет ли это работать? Хотелось узнать. Обязательно будь со мной до конца, чтобы найти ключ к тому самому вопросу внутри себя. Теперь ненавязчивый призыв. Подпишись и поставь лайк. Так ты поможешь другим людям узнать о проекте и, возможно, позволишь им найти здесь ответы на их внутренние вопросы. На этой неделе я сознательно тестировала на себе принцип Паретто. В подготовительном периоде у меня было только пара мыслей. Будет ли жизнь вообще проще, если я буду делать только вот эти 20%? Как их вообще определить? Сложно ли это? Дослушайте до конца, чтобы узнать, что из этого вышло и какие выводы я сделала. Возможно, внедрив это правило, вы сможете освободить больше времени для жизни, а не для работы. Мой первый день начался с самоанализа. Я открыла свой любимый ежедневник и написала туда все, что обычно делаю за день. Работа, домашние дела, тренировки, встречи со знакомыми, контент, соцсети. Я выписала даже время на думскроллинг. Потом задала себе вопрос. Какие 20% действий из этого списка дают мне 80% результата для тех целей, которых я хочу достичь. Было нелегко признать, но только 3 пункта действительно продвигают меня к цели, а все остальное просто ненужное. То есть 20% вещей, которые я делаю в течение дня из своего списка дел, действительно помогают мне дойти до результата. И, условно говоря, логика в том, что мне нужно кратно увеличить это количество действий, не забыв, конечно же, оставить на отдых, покушать и прочее. И тогда я гораздо быстрее получу свои 80% результата, возможно, даже в большем объеме. Кстати, очень интересный факт, который я вычитала, когда готовилась к выпуску. Исследование 2021 года показало, более 80% людей ежедневно тратят время на то, что вообще никак не помогает им в достижении их целей или на пути к какому-то результату. То есть на примере условного SMM-специалиста 4 из 5 часов в соцсетях уходят впустую. Когда я сфокусировалась на самом важном, день прошел гораздо легче, чем я ожидала. Я написала текст, я написала сценарий, записала подкаст, сходила на тренировку, и все это без ощущения перегруза. И самое, что интересное, когда ты разрешаешь себе сфокусироваться на этих 20%, остальной шум становится вообще неважным. Я думала, что мне необходимо пообщаться с каким-то количеством людей в день, что мне необходимо каждое утро тратить время на то, чтобы иногда час просто убирать квартиру. Почему я вообще так думала? Это откуда взялось? Во вторник я увидела слабые места своего эксперимента. Было достаточно тяжело. Я проснулась из-за огромного количества уведомлений в соцсетях. И, если честно, я думала, что на этом эксперимент закончится. Письма, звонки, просьба моих знакомых им помочь, просьба коллег. Обычно я бы просто плыла по течению, села бы, начала бы все это разгребать потихоньку. Но в этот раз я решила не бездумно соглашаться на все, не бездумно соглашаться на помощь, не бездумно отвечать на все эти сообщения и перезванивать, а я задала себе вопрос. Какая из этих задач реально продвинет меня к моей цели, которая у меня в голове? Чтобы не срываться в этот хаос и сесть, разгребать всю эту кучу, я выделила себе время. Час я выделила на задачи, которые меня реально могут к чему-то привести, и 20 минут после этого, после, естественно, перерыва небольшого, конечно же, куда мы без этого, я выделила уже на то, чтобы сидеть и разбираться с тем, кто мне звонил, зачем мне кто писал, кто меня искал. Удивительное наблюдение. Мир не рухнул от того, что я в ту же секунду не перезвонила. Никто не умер от того, что я не смогла сразу же связаться с человеком после того, как он мне написал. Очень приятное ощущение легкости. Интересный факт, что ученые, которые занимаются тайм-менеджментом и его изучением, считают, что наша многозадачность, точнее попытка в многозадачность, очень сильно может убить нашу продуктивность. Ученые из Стэнфорда выяснили, что наш мозг переключается между задачами гораздо медленнее, чем нам кажется, и мы
снижаем свою продуктивность на 40%. То есть мы теряем 40% эффективности. В общем, по итогу вторник оказался насыщенным, но не перегруженным. Мне понравилось. Несмотря на то, что я вначале думала, что я не вывезу. Среда стала для меня откровением. Я отключила все факторы, которые меня могли отвлекать. Я убрала свой телефон, я закрыла рабочую почту, я закрыла рабочие чаты, я просто перенесла все в архив в Телеграме. Оставила только ноутбук и посвятила свое утро главной задаче — написанию сценария. И я очень часто откладываю эти вещи и делаю это в течение недели, по чуть-чуть. И тут я подумала, да сколько можно, давай мы уже просто это сделаем, Алечка. Через минут, наверное, 30 я оказалась в состоянии потока, который очень часто испытывают художники, любые писатели, в общем, люди искусства. И это очень приятное ощущение, в котором пишется гораздо быстрее. И удивительно, это не про талант или какое-то вдохновение на работу, а это просто фокус. Очень просто. Про твое внимание. Если убрать все лишнее и заняться только важным, то даже самая неприятная задача может стать интересной. Вечером я приятно устала, я была очень довольна, потому что я за 3,5 часа работы днем сделала то, что я обычно растягиваю на неделю с мелкими правками, перечитываниями, вычетками и фокусом. Четверг снова стал днем испытания, как и вторник, как и в предыдущем эксперименте. Его вы можете найти, если вам интересно, и тоже послушать. У меня резко появилась откуда-то неожиданная встреча, которую я не планировала и не хотела на ней быть, но мне на ней нужно было быть. Правки пришли по проекту, в котором я участвую. Новые какие-то идеи от моих партнеров и коллег. Это было очень сложно, потому что очень многие из этих вещей не вписываются в мои 20%. Но и игнорировать эти дела нельзя. Очень интересный факт, кстати, про исследование правила Паретто. Люди, которые используют это правило, все равно допускают до 30% лишних задач в своем графике. Но я считаю, что это нормально, потому что важно быть гибким, чтобы не застрять в своем этом идеальном мире, который может разрушить буквально один звонок. Зачем нам это нужно? В общем, четверг научил меня очень важной вещи. Это нужно разрешать себе делать лишнее, но не позволять этим мелочам поглощать весь день. И еще то, что когда мы даже делаем лишние вещи, лучше их сделать в том количестве, в котором они есть сейчас, чем затянуть их до вот такого размера проблемы, которую просто невозможно решить за 30 минут. В пятницу для себя я просто переосмыслила правила Паретто по новой. Я решила, что 80% своего времени я сегодня посвящу самым важным делам, которым я обычно старалась уделить как можно меньше времени, чтобы получить от них как можно больше результата. То есть я весь свой день с утра и до ночи заполнила делами и задачами, которые могут меня привести к тому, чтобы те проценты результата, которые я получу, кратно возросли. И 20% я оставила на все остальное. Я весь день записывала подкасты, я весь день писала для них сценарии, я весь день занималась своим продвижением, я была сфокусирована только на цели своей работы по подкастам. Больше ни на чем. Я хочу сказать, что очень-очень важно оставлять себе время на мелкие задачи. Потому что если вы будете рассчитывать на идеальный план, внутри которого нет места тому, чтобы вы ошиблись или что-то вам кто-то позвонил, у вас ни один план до конца не будет доведен. Это логика. Поэтому в этот день у меня было так. У меня были важные задачи, блок. Потом я оставляла себе 15 минут на всякие мелочи, которые могут меня потревожить или отвлечь. Но это было четко по таймеру. К вечеру пятницы я почувствовала очень сильную усталость. Очень сильную. Я была настолько в фокусе. Да, мне нравится то, что я делаю, мне нравится двигаться к целям. Но как будто бы я искусственно себя заставляла в рамках эксперимента быть гораздо эффективнее, чем я могу быть. По итогу в какой-то момент я поняла, что у меня просто нет сил больше продолжать это. Поэтому мое переосмысление Паретто и заполнение всего моего графика фокусными задачами без фактически отдыха и перерыва оказались, естественно, провальными. Какие выводы я сделала о себе и об этом эксперименте за неделю? Первое. Фокус на главном экономит силы и время. Когда ты знаешь свои цели, появляются приоритеты. Когда ты идешь по своим приоритетам, ты делаешь меньше, но достигается у тебя больше. Второе.
Гибкость — это не враг продуктивности. Мелочи тоже важны для того, чтобы как минимум они, как надоедливая мошкара, рядом с твоим лицом летом, не летали и не мешали тебе. Главное просто не давать им стать центром твоего дня. У меня есть один такой очень грустный пример. Я сидела и монтировала подкаст для канала, и обычно я это делаю за час, целиком весь монтаж одного эпизода. Но вчера, когда я монтировала эпизод, который вы уже точно посмотрели, я поняла, что прошло 4 часа. Знаете почему? Верно. Потому что мне писали мои подружки, и мой Телеграм перекрывал мне монтажную программу. Поэтому, когда прошло 2 часа, а я смонтировала только 6 минут, я так удивилась, я вообще не поняла, как это произошло. И это как раз те самые мелочи, о которых я говорила в начале. О том, что мне важно с кем-то пообщаться. 3-й пункт. Меньше равно лучше. Убирая лишнее, вы освобождаете себе время как минимум на отдых, на восстановление, как максимум на еще дополнительные задачи, которые могут привести тебя к цели. Но, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок, связанных с пятницей, а именно с тем, чтобы перегрузить себя целевыми задачами. Это очень сильно чревато. Хотелось бы мне сказать выгоранием, но на самом деле просто сильной усталостью. У меня для вас, как всегда, есть задание, и оно звучит так. Попробуйте провести хотя бы один свой день по правилу Парето. Просто ради эксперимента. Выпишите свои задачи и выберите 20% из них, которые реально приносят вам результат. Уделите им свое время. Вернитесь сюда в комментарии и поделитесь тем, как это повлияло на вашу жизнь. Один очень известный в социальных сетях коуч на своих обучениях рассказывает о таком правиле, которое называется экстремальное Парето. Это не 20 к 80, а 1 к 99. Это означает, что вы должны выбрать только 1% действий, которые дают вам 99% результата. Если вы считаете, что у вас получится провести такой эксперимент, я буду очень рада почитать ваши комментарии на эту тему. Я лично собой очень горжусь тем, что я вообще это смогла сделать, потому что я, как человек с дефицитом внимания, не могу долго фокусироваться на чем-то эффективно, но те результаты, которые у меня получились на этой неделе, осчастливили меня в буквальном смысле. Я уверена, что у вас все тоже получится. Я в вас верю. Пожалуйста, просто делайте. Вот и все на сегодня. Спасибо за твое время. Помни, что иногда путь к успеху начинается с недоидеи, недоплана или недоуверенности в себе. С тобой была Аля. Пиши в комментарии свои мысли. Я все читаю и отвечаю. Начни, пока не стало поздно. Пока.